С момента изобретения магнитной записи на магнитные ленты и расширения рабочего диапазона частот оставалась одна проблема, которая ухудшала качество воспроизведения, а именно намагничивание воспроизводящей головки. Для того, чтобы избавиться от намагниченности, применяли демагнетизаторы. Первые демагнетизаторы были достаточно большими и подключались к сети 220 вольт и позволяли размагнитить даже саму запись на пленке. Но для размагничивания маленьких магнитных головок, кассетных магнитофонов, плееров, магнитофонов приставок нужно было более удобное и компактное решение. Этим решением стал демагнетизатор магнитных головок DMG-2. Демагнетизатор магнитных головок DMG-2 с 1989 года выпускал Минский завод электронно-вычислительных машин. Демагнетизатор предназначен для снятия остаточной намагниченности магнитных головок в кассетных магнитофонах, что обеспечивало минимальное значение относительного уровня шумов, восстановление рабочего диапазона частот и установление минимального коэффициента гармоник. Вот даже батарейки остались, причем с конца 1990-х годов. Я сам пользовался этим устройством. Питание производится от двух миниатюрных батарей типа RC31 или AG10 с суммарным напряжением 3 вольта, которые вставлялись сбоку. Одного комплекта батареек хватает на 500 срабатываний. Корпус выполнен из синего пластика с объемным оформлением. На задней стенке предостережение о том, чтобы перед применением уменьшить громкость или выключить из розетки сам магнитофон. Само устройство не разбиралось, стоит еще заводская пломба. Видим печатную плату в отличном состоянии для возраста в 30 лет. С основной стороны видим установленные элементы. Все радиодетали отечественного производства. Плата с обоих сторон покрыта лаком. Принцип работы. Внутри кассеты находится схема генератора импульсов затухающих колебаний. При нажатии магнитной головкой на контур с катушкой происходит нажатие переключателя и сработка генератора. Формируется однократный импульс с затухающей амплитудой, и тем самым происходит размагничивание сердечника магнитной головки воспроизведения. О срабатывании сигнализирует светодиод в центре кассеты.
Частота генерируемых колебаний 700 плюс-минус 200 Гц. Длительность размагничивания 0,2 секунды. Кассета поставлялась в футляре и, как и все электронные устройства СССР, вместе с принципиальной схемой. Изначальная цена была 8 рублей 50 копеек. Дата выпуска моего экземпляра – апрель 1992 года. В листке вкладыша есть все данные по радиоэлементам, принципиальная схема и рисунок печатной платы. Перед проверкой провел измерение электролитических конденсаторов. Заменил один вышедший из строя, остальные конденсаторы в норме. Подключил к осциллографу и покажу, какой сигнал размагничивания генерирует это устройство. Вот график формы напряженности размагничивающего поля из инструкции. А вот так он выглядит на экране осциллографа. Такого же плана демагнетизаторы выпускались и зарубежными фирмами. Перед вами пара примеров. Всем спасибо за просмотр. До свидания.